У нас в гостях сегодня Борис Марцинкевич, один из авторов канала «Геоэнергетика Инфо». И сегодня мы будем говорить о том, благодаря чему мы, в принципе, как я понимаю, смогли пережить, в принципе, все проблемы, которые у нас есть. Это энергетика, про которую люди вспоминают только когда, как вы мне сказали до эфира, не включается лампочка. Не иначе. Хотя это, в общем-то, фундамент. Без этого мы как-то уже и жизнь себе не представляем. Мы привыкли, что дома светло, тепло, горячая вода из крана бежит. Вообще все хорошо. И в других местах вода тоже бежит. Тоже необходимо. А как много мы вообще добываем энергетических ресурсов, нефти, газа? Вот как эти масштабы себе вообще вообразить? Ну, проще всего, конечно, на числах. Я тут для себя, поскольку наизусть ты это не выучишь. Данные, к сожалению, только за 2021 год, потому что, начиная с 2022, наше Министерство энергетики решило, что надо все засекретить. А почему, как вы думаете? Логики никакой нет, потому что результат мы теперь вынуждены внимательно следить за Reuters, Bloomberg и черт с кем еще. Я думать, то, что они наврали, это понятно, а вот насколько сильно, надо отгадать. Для чего мы это делаем? У нас засекречены данные по точным объемам добычи нефти, газа, угля. Ну, про уголь вроде в последнее время стали разговаривать, потому что кризис в отрасли. Объемы переработки неизвестны. Количество нефтеперерабатывающих заводов неизвестно, количество АЗС неизвестно, мы все очень секретные. Хотя вроде как у нас очень много слов говорится про цифровизацию, роботизацию и прочие умные слова. А Министерство энергетики одно из немногих, у которого государственной информационной системы просто нет. А может быть, это сделано, чтобы мы там продолжили после санкций торговать теневым флотом, и не могли бы наши западные закадычные друзья установить, чего и сколько мы там продали? Ну, если говорить о том, что надо засекретить, надо засекретить. Если посмотреть документы, на основании которых Министерство энергетики действует, это запрещено подразделением, а персоне нет. Мгм. То есть работает человек, ему звонят, спрашивают что-нибудь, он отвечает. Это не запрещено. За деньги он это делает или из любви к искусству, никому не известно. Или по глупости? Или по глупости. Вот как хотите, так и понимаете. То есть если уж делаем что-то с секретом, давайте делать полностью. А если была цель увеличить аудиторию Блумберга, ну, тогда надо сказать, сколько вы на этом заработали. Блумберг, конечно, счастлив, что у него появились читатели в России, но нельзя же так. Так вот, данные 2021 года, чтобы заодно ответить на любимый вопрос всех наших поклонников безбрежной либеральной экономики, о том, что, Юра, мы все потеряли, там, с полимерами беда. Нет у нас никаких особых бед. Давайте с нефти матушки начнем. В 2021 году добыто 542 миллиона тонн, из них на экспорт ушло 214 сразу. Остальное остается внутри для того, чтобы перерабатывать. Было произведено почти 41 миллион тонн бензина, из них в России израсходовано внутри все, что у нас движется, 36,5 миллиона тонн. На экспорт 4,4. То есть где-то 10% у нас запас есть. Он экспортировался. С дизельным топливом несколько иначе. Здесь тоже секрет небольшой. Основной парк автомобилей в Европе – это дизельные автомобили. Вот под них все и было заточено. Для того, чтобы удовлетворять спрос ближайших соседей, логистика подсказывала, что это логично. Чем куда-то возить бензин, проще солярочкой. Произведено 80,3 миллиона тонн, на экспорт ушло 49,2. 31,1 – это то, что мы потребили внутри России. Ну, грубо говоря, почти пополам. То есть мы производим дизельного топлива в 2 раза больше, чем нам самим нужно. Все остальное вывозим. Мазут. Кто бы как его не ненавидел за то, что он черный, произведено 41 миллион тонн, 31 миллион тонн вывезли, 12 оставили. 12 оставили, потому что без него тоже никак. Это не только морские суда на мазуте бегающие. У нас обогрев Мурманской области исключительно мазутом. У нас обогрев Камчатки исключительно мазутом. Так что без мазута тоже никак. Недавно был в Мурманске, обогревается достаточно неплохо. Да, но мазут. Но мазут — это тоже отдельная история. У нас, как бы, с одной стороны, руководство, правительство, Министерство энергетики требует углублять переработку, то есть чтобы в отходы ничего не уходило, чтобы было как можно больше светлых продуктов. Бензина, дизеля, керосина для авиации. Понятно, говорят нефтяники. И тут же раздается крик, а в Мурманской области мазут чтобы был. Так это, вы же сказали, переработать все. Переработать все, но чтобы в Мурманске мазут был. Ну, вот тоже очень ловко, при этом совсем уж весело то, что в Мурманской области больших емкостей под мазут нет,
поэтому надо подвозить еще и по графику. Ну, а вот все, что вы говорите, мы отправляем на экспорт. Это, ну, а кто покупает-то? Насколько мы знаем, от нас же все отказались, западные партнеры. Ну, глобус больше, чем одна Европа. Вот из того, что мы переработали, мы часть вывезли, то есть половину дизельного топлива увезли, мазут почти весь, и с бензинами, вот так как порядка 10% остается. Традиционно дизельное топливо, вот она, Европа, порт Ленинградской области, все рядышком, за угол отвез, все в порядке. Сейчас стало сложнее, сейчас, опять же, от нас все засекречено, поэтому что нам рассказывает Bloomberg? Что касается дизельного топлива, ну, если такие более маржинальные товары, Бразилия стала внезапно достаточно крупным покупателем, и ее вполне устраивает, что мы через океан тащим. И, имела она в виду все эти санкции. А внезапно крупным покупателем стала Турция. Мастерство Эрдогана никуда не исчезло, у него все в порядке. Если следить за его статистикой, то все до капли дизельное топливо, произведенное в Турции, уходит в Европу. Вот до последней капелюшки. На вопрос, а вы на чем в Турцию ездите, простите, после этого? А вам какое дело, отвечает Эрдоган. Претензия к качеству дизельного топлива есть? Нет, все. Ну, то есть вы просто говорите о том, что они покупают российское, потом перепродают это российское со своей наценкой той же самой Европе, которая вроде как от наших ресурсов Вроде отказалась. Я бы уверен, что даже если пощупать, это действительно окажется турецкое топливо безо всякого. Вот сколько Турции надо для самой себя, она купила в России, все остальное вывезла и вывезла. Хоть вы проверяйтесь, оно турецкое, никакого отношения к России. Поверить в то, что можно Россию выкинуть с рынка, ну, не получается. Не получается, потому что цены уйдут точно, если мы в бочках меряем, это будет и больше 100, и больше 150. Эксперимент был в 2021 году. В 2022 году, вот, когда вся эта истерика началась с запретом морского импорта в Евросоюз, с установлением этих потолков и прочее, прочее. Цена улетела под $100 за бочку, месяца два подержалась, пока нефтедобывающие страны не придумали, кто кому что продает. Ну, если совсем грубо, мы ушли из Европы, пришла там, допустим, Саудовская Аравия, мы, соответственно, ее нишу заняли. Какие сложности? Только логистика стала дороже. Появился так называемый теневой флот, абсолютно безобразный термин, я не знаю, кто его изобрел. Что у нас светлое должно быть? Это надо зафрахтовать судно греческое или кипрское, евросоюзовское, все красиво. Все перевозки застраховать в Англии, Ллойд и дочерние, внучатые, племянничатые. Теневой флот – это то, что не пользуется этой экосистемой. Хватает владельцев судов помимо Европы, есть где страховаться, никакое международное морское сообщество, есть так называемое, навязать страховку не может, потому что если страховой полис выписан государственной компанией, его обязаны признавать. Точка. Первыми, кто пошел на перекрестное опыление, Россия и Турция. Первой признала Турция, российская перестраховочная компания, не знаю, кто придумал название, государственная полностью компания. Был шторм в Черноморских проливах, выстроились все на очередь. На введение о том, что полис надо иметь на руках, не электронно, вот тут конкретно хочу, чтобы капитана судна одно было. Первыми стали проходить почему-то российские суда. Они откуда-то знали заранее, у них все было. Так получилось. Мы в ответ признали турецкую страховку. Ну и хорошо. Ллойд последний раз отчитывался по итогам 2024 года, к нему обращаются на 34% меньше за страховками. Вот и все. Все еще не добились. А получается, что как раз-таки вот это вот помогло нам удержать рубль и не дать ему обрушиться. Ну, рубль и Центробанк, это, пожалуйста, не ко мне. У меня парламентских выражений мало. На мой взгляд, может быть, я что-то ошибаюсь, может, я что-то не так понимаю, но суверенитет настает, когда российские товары на российской бирже продаются за российские рубли на основании котировок, которые рассчитали российские компании, и к покупателям уходят на российских торговых судах. А все остальное – это междометие. Эксперты неоднократно говорили, что к этой цели надо двигаться. Ну, сложно, рубль никто не признает, но мы продолжаем работать со странами СНГ. Вот, честное слово, в Казахстане, в Узбекистане знают, что такое рубль. И с удовольствием купят за рубли. Зачем конвертация дополнительная? Чего ради? Ну, нас не слышит. Не слышит Владимир Владимирович, как ни странно. Напомню, что в феврале 23 года, в мае 23 года он дважды отправлял поручение нашему многоуважаемому правительству о том, что во всем, что касается нефтяной отрасли, нужно навести порядок с налогами так, чтобы никто не пострадал. Оба раза не услышали. Оба раза в ответ на поручение законопроекта разрабатывал наш Минфин. Оба раза наша Государственная Дума, не внося никаких возражений, вместо 3 чтений голосовала в 2. Ничего не изменилось. У нас по-прежнему, еще раз вот, сейчас очередной бюджет рассматривает бюджет Российской Федерации. В нем учтены доходы от нефти и нефтепродуктов. Там черным по белому. Такой-то объем
налогов поступит в государственный бюджет при условии стоимости барреля $60 марки Brent. Это будет законом Российской Федерации. Может быть, в Минфине не знают, что в России рубль. Я не знаю. Может быть, в налоговом ведомстве об этом не слышали, но, может быть, в Государственной Думе хоть кому-то объяснили бы. У нас рубли, доллары у них. У нас не считают баррели, у нас считают тонны. Ну а как это объяснить, почему так? Это, пожалуйста, господам политологам. У нас депутаты многомудрые мужи, которые обладают огромным объемом знаний, поэтому я не спорю. Им же лучше известно, почему у нас доллар в законах Российской Федерации в качестве базы для налогообложения стоимость нефти за баррель в долларах. Наверное, так надо. Это какая-то великая государственная мудрость, я не претендую. О многом заставляет задуматься, на самом деле, даже вот я просто как-то, не обращал внимания, но если у нас прямо на законах вот так вот прописано. Почитайте проект бюджета, все будет то же самое. Рассчитываем получить такой-то доход для государства при условии стоимости барреля нефти марки Brent. Мы не добываем марку Brent. Мы не работаем, мы не должны работать в долларах. Как доход государства, бюджет государства в долларах. Мы вроде как не Соединенные Штаты. Я, может быть, сейчас глупость скажу, но просто пытаюсь как-то предположить, да, какую-то логику найти. А может быть, дело в том, что мы вот в этом самом ОПЕКе состоим, и там, может быть, для них бренд является стандартом как доллар для всей экономики. Может быть, поэтому как-то так считают? Да нет, ничего подобного. И тот же руководитель Роснефти неоднократно обращался у нас же кто нефтяную отрасль заведует? Конечно, Минфин. Он обращался в Минфин. Поскольку мы торгуем с Китаем, поскольку мы торгуем с Индией, может быть, мы перейдем на бенчмарку, главную марку ОПЕК? Она другая, это не бренд. Ну, и вот этого я не знал, да. Она другая. Ближний Восток работал с Азией, это понятно. У них другая бенчмарк. Бренд — это североморская нефть, которая, собственно говоря, объем добычи тоже прекратился. Там, если смотреть на корзину марок нефти, нефть, она разная бывает. Вот этот бренд натолку на то, что добывается в Северном море, заодно уже есть доля американской WTI на то, что там внутри. Игорь Сечин призывает к тому, что давайте мы с ума не будем сходить. Мы работаем с ОПЕК, там другая бенчмарка. Мы работаем с теми, кто эту бенчмарку привык покупать. Давайте мы отвяжемся. Ответов просто нет. А бренд это тогда вот как он стал таким вот? Он был какое-то время, когда, это вторая половина 70-х, когда действительно шел большой объем добычи в Северном море. Был же этот всемирный нефтяной кризис, помните, там вот все эти ужасы. Мы привыкли смотреть на то, что тут всем было очень плохо, там в Дании сели на велосипеды, в Германии катались по расписанию, там в рабочий день можно, там и так далее, и так далее. Потом вроде бы как кризис закончился. А кризис заключался в том, что там за полгода цена на нефть выросла в 3,5 раза. Кризис закончился, но цены обратно не вернулись. И неожиданно стали рентабельными все проекты в Северном море и в Северной Америке. Выиграли, конечно, страны ОПЕК. Да, казалось бы. Поскольку цены выросли, очень большой объем добычи пошел в Северном море, Англия на этом очень много выиграла. Вот стали приравнивать именно эту североморскую марку за основную. Времена прошли, объем добычи там давно снизился, привычка осталась. Мы совершенно покорно, да. Напоминает историю с долларом. Да. Это вот сейчас можно следить за тем, как подорожало золото. Давайте вещи своими именами называть. Это доллар подешевел. Золото в чем измеряется? В долларах. Что, троицкая унция стала на 5 грамм больше, меньше? Нет, на месяц. Значит, доллар подешевел. Когда мы смотрим на торги золотом, мы просто фиксируем, насколько подешевел доллар. Смотрите, получается, что вот, опять же, мы почему-то приходим тогда, во всяком случае, как я понимаю, царь хороший, бояре плохие, но действительно получается, что Путин пытается строить как бы дружбу со странами БРИКС, с которыми нам надо торговать в национальных валютах, а наш Министерство финансов по непонятным причинам почему-то продолжать все эти расчеты проводить в долларах и использовать уже недобывающуюся марку нефти как вот эталон. Я правильно все понял? Правильно, но я вас еще глубже сейчас в абсурд буду погружать. Что мелочиться-то? У нас с 25 декабря 2022 года морские поставки в Евросоюз запрещены. Тем не менее, значит, как у нас все это выглядит? Расчеты стоимости котировки нефти у нас вотчина Министерства экономического развития. Это государственный орган, здесь не попрешь. Они подписывают договор с британской компанией «Аргус», поручая им рассчитать котировки российской нефти. Уже хорошо. Британская компания, частная. При этом те люди, которые работали в «Аргусе» в российском отделении, я с ними знаком, они написали писем 20 во все государственные органы. Зарегистрируйте нас как российскую компанию. Мы эксперты, мы на месте. Сделайте нас российскими экспертами, пожалуйста. Ответов ноль. Дальше «Аргус» предлагает методику расчета, и все как обычно. Я заказчик, вы подрядчик, вы мне принесли сделанное вами изделие, если я договор подписал, все это моя собственность, правильно?
Деньги вы получили, все, это мое. Аргус предложил следующую методику. Для того, чтобы посчитать, сколько стоит российская нефть марки Юрлс, берем стоимость нефти марки Brent с поставкой в порт Роттердам для Северной Европы или в поставку в порт Аугуста, это на Сицилии для Южной Европы. И оттуда отсчитываем там все остальное. Но вопрос, извините, физически наша нефть не поступает ни в Роттердам, ни в Аугусту. Вы что делаете? Откуда это? Подпись министра стоит. Аргус предложил, товар сдал, товар принял. Претензии к Аргусу уже невозможно, потому что это методика, которая принадлежит Министерству экономического развития Российской Федерации. Аргус, как любой другой подрядчик, были бы замечания, он пошел исправлять. Замечаний нет, все в порядке. Хорошо? Хорошо. Дальше, на основании этой методики Министерство экономического развития подает данные в Министерство финансов, те меняют ставки налогов с тем, чтобы всем было хорошо. По нефтепродуктам ровно то же самое. Нет у нас морских поставок. Роттердам и Аугуст. На основании этого высчитывается ставка налога на добычу полезных ископаемых, и пошел отсчет по всем налогам. Физически ни нефти, ни нефтепродуктов в этих портах нет. В стоимость для того, чтобы рассчитать котировку, входит логистика. То есть якобы из портов Ленинградской области мы поставляем в Роттердам. Но мы этого не делаем. Сюда танкеры не ходят по этому маршруту. Но для того, чтобы рассчитать налоги в России, это есть. Сейчас я чуть-чуть запутался. То есть получается, что российская структура, определяющая стоимость российской нефти, вкладывает в стоимость российской нефти то, чего на самом деле нет. Абсолютно верно. Это же, получается, тогда выгодно для России должно быть. Мы продаем дороже. Они нам платят за логистику, а логистики не было. Получается, но никто не платит. Мы не поставляем в эти порты. Мы для кого считаем? Да. Мы же продаем ее в сторону, или это и на внутреннее потребление распространяется? Это на налоги распространяется. Это распространяется на налоги. Мы видим там высокую цену, мы поднимаем ставку на налог на добычу полезных ископаемых. Это же не российские граждане платят эти налоги, получается. Это платят российские компании. И эта нефть с учетом выросшего налога на добычу полезных ископаемых приходит на наши нефтеперерабатывающие заводы, а потом нефтепродукты приходят на наши АЗС. Они почему-то растут в цене. То есть получается, что все равно в конечном итоге мы платим. Да. Тогда схема более-менее ясна. А как это объяснить? Никак это не надо объяснять. У нас в 2018 году начался так называемый налоговый маневр. Давайте сначала так отмотаем веков 20-30 назад. Египетский фараон, к которому приходят его жрецы или кто-нибудь визири, сообщают: фараон, у нас торговцы все зерно вывезли, жрать нечего. Угу. Фараон говорит: а давайте вы за вывоз с них будете брать такой же вес, но золото. Все. Экспорт прекратился, приходят эти его столоначальники со словами: фараон, у нас амбары кончились, зерно просто уже трещит, двери выламывают. Снизьте пошлину, пусть вывезут. В соответствии с этим маневром с 1 января 2024 года экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации равна нулю. Вывозится бесплатно. Для того, чтобы не пострадал бюджет, подняли ставку налога на добычу полезных ископаемых. В результате стоимость нефтепродуктов в России, естественно, выросла. Я нефтедобывающая компания, работаю в режиме от скважины до бензобака. Нефть поднялась, я уже должен. Я еще ничего с ней не сделал, но я уже должен. Так работает налог на добычу полезных ископаемых. Видишь, что добыл? Все, плати. Дальше я перерабатываю, развожу по заправкам. Разумеется, я в себестоимость этот выросший налог вставил. Все хорошо. А дальше мы чему-то удивляемся, почему у нас на ЗАЭС цены выросли. Что вы хотите? А куда эти деньги пропадают? Я просто не понимаю. То есть, окей, у кого в карманах они оседают? То, что мы платим за то, чего не существует. То есть эти Роттердамы, да? Вы просто, для вас это понятное дело, все уже обдуманная информация. Я внутри абсурда, уже привык. Мы рассчитываем наши налоги на основании несуществующей поставки нефти в какие-то там европейские порты. А кто обворовывает-то нас? Кому эти деньги оседают? Деньги идут в государственный бюджет. Из 100 рублей, которые мы на заправке оставляем, 72 входят в налоги. То есть все могло бы быть вообще много-много дешевле раз. Могло бы, но когда очередной депутат выступает с законопроектом, давайте скажем нефтяникам, чтобы они снизили цены. Давайте. 72 из 100 рублей ушли туда, в государственный бюджет. Это налог на добычу полезных ископаемых, акцизный налог с оборота, налог на... вся эта корзинка ушла. 28% осталось. Компания нефть добывала, у нее есть какая-то себестоимость. По определению. Добыла. Давайте вместе попробуем проследить. Где-то там на Самотлоре нефть из-под земли
появилась на свет Божий. Добыли. Что с ней надо дальше делать, если мы хотим ее переработать? Маленечко почистить, потому что она там с песком идет, с грязью, черт с чем еще, и отправили в трубу. У трубы жесткие требования, по ней песок нельзя гонять. Хорошо, Там добралась. только можно российских военных. Ну, это, Не мог не это пошутить. газовые мы Но сейчас все про них. равно, Нефтяные, само слово труба уже нарицательное. нефтяные мы еще не пробовали. Скоро мы из нефтяных полезем, ждите. Добралась она до нефтеперерабатывающего завода, включились все механизмы, люди работают, тоже чего-то стоит. Хорошо, получили нефтепродукты. Надо довести туда, где наши заправки. Заказали цистерны, рассчитались с РЖД, доставили куда? Цистерну сливаем прямо на АЗС? Нет, есть нефтебаза, промежуточное хранение тоже есть. Заплатили. От нефтебазы до АЗС тоже на чем-то доставили. На АЗС все налоги, там и люди работают, и свет горит, и так далее, за все это заплатили. Это 28% от цены. Добыча, доставка, первая, переработка, вторая доставка, хранение, третья доставка и АЗС. 7 звеньев. Кого из них мы хотим ужать, чтобы мы это вообще заметили? Вот на них всех вместе взятых от цены 28%. Кого мы будем куда двигать? Ну, я не знаю, что как бы на это скажет народ. Моя-то позиция, она простая, национализация полная всего и вся.